Вітаю постійних та нових глядачів на своем канале. Я Светлана, и вы попали ко мне в сад, который находится недалеко от Киева. Сегодня я приглашаю вас полюбоваться моими сортами гортензий. Более подробно про каждый сорт у меня есть видео, а сегодня мы посмотрим почти все сорта, которые цвели красиво, которые цвели не очень, я показывать не буду. Идемте, кратко расскажу, покажу, как прекрасны гортензии в саду. Вы возьмете для себя интересное и полезное и сравните со своими кустами. Сразу скажу, что гортензии я не продаю. Часто такой вопрос приходит в комментариях. Я выращиваю все для себя и показываю вам свой сад. Идемте, будет красиво и полезно. В саду начался уже 6-й сезон в моем. И хочу сказать, что гортензии понравились мне сразу, как только я стала закладывать сад. Увидела эти красивые растения, делала подбор растений и решила, что гортензии должны украшать сад, как такие великолепные цветущие кустарники не будут в моем саду. Подружилась я с ними сразу. И хочу сказать, что специально для этого я ничего не делала. Вы спрашиваете, грунт менять или удобрять? Ничего специально я не делала. Они растут, да и растут. Потом я стала уже от клеща обрабатывать, когда первый год мне там попортили все кусты. Для цветения удобрять, специальных подкормок и удобрений, чтобы они вот такие красивые и большие, я не делаю, как ни странно. Зависит, видимо, от того, что наш участок находится практически среди леса. Это такое маленькое вступление, а начать я хочу с сорта Lime Light. Невероятно красивый лаймовый сорт гортензии. Быстро растущий. У меня он представлен таким одним кустом на небольшом штамбе. Получилось так. Не специально, просто я неликвидный какой-то кустик купила, 40 сантиметров ножка и 4 веточки. И вот такое шикарное дерево у меня получилось. Мне предложили его сразу переформировать, то есть срезать на 0, и он бы пустил новых много веток. Но я подумала, а почему бы и нет? Почему бы вот такому маленькому деревцу не быть? И стала его формировать на штамбе 40 сантиметров. Получается прекрасно. Посмотрите, как он со всех сторон и в любые времена года прекрасен. Этот сорт морозоустойчивый, круглая такая у него крона куста самого. У меня соцветий я оставляю много, поэтому он такой пышный и большой. Если оставлять там с десяток, с 12 соцветий, они будут, конечно, намного больше, до 30 сантиметров. У этого куста очень крепкие побеги, у этого сорта, у лаймлайта, и они самостоятельно держат. Единственное, перед дождем я стараюсь поставить композитные арматуры, потому что соцветия намокают. Этот сорт красив вот такими своими лаймового цвета соцветиями. Мне кажется, этот сорт более красив в начале лета, когда только расцветают они. Вот так он выглядит уже во второй половине лета. Немножко меняют цвет, но совсем не в розовый, не в красный его соцветия не уходят. Куст не разваливается. Следующий сорт Pinky Winky. Это шикарная гортензия для штамбов. Ажурные соцветия.
фертильные, стерильные цветы, привлекает много бабочек, как букет на ножке. Этот сорт у меня в штамп получился тоже совершенно случайно. Я рассказывала, когда описывала этот сорт. Съели зайцы у меня эту гортензию под ноль зимой. Я ее не могла найти. А когда она выпустила росточки, там было 1 или 2. Ну, в общем, на следующий сезон осенью я мелкие вырезала, а 1 стала формировать штамп. И вот такой штамп получился очень красивый, аккуратный. Соцветия у нее на краях остаются белые, а все цветочки меняют на малиново такой, рубиновый оттенок, цвет. У меня есть еще и небольшой кустик этого сорта. Но хочу сказать, что нарастает пинки-винки медленно. По сравнению с другими сортами у меня самое медленное нарастает. Стебли крепкие. У меня закреплен только центральный ствол, ну, чтобы штамп не сломался. Тут главное сберечь сам ствол, да, чтобы не поломался. А сами цветы на побегах крепко держатся самостоятельно. Сорт этот выведен в 2003 году в Бельгии довольно недавно. Сами соцветия не очень большие, до 25 сантиметров. Ну, следующую гортензию вы узнали. По первым даже вот этим цветам на фоне лаванды. Это Diamond Rouge. Я поделила кустики. Из 2 сделала 4. Просто от корня секатором с небольшим количеством корней, веточки я так рассекла. Кто хочет при пересадке, рассмотрите свои гортензии. У вас, может быть, тоже так получится. Выведен питомником французским, который специализируется на селекции новых сортов. Сорт этот чем хорош? У него небольшие кусты до 1,20 м, 1,5 метра и по ширине, и по высоте. Гортензия постепенно меняет окраску с чисто белой. Вначале вот так розовеет красиво. Цветочки местами начинают розоветь. А потом превращаются в такие малиново-рубиновые. Ну, даже, я бы сказала, у меня в этом году они не все ушли в рубиновые. Немножко запоздавших соцветий было. А вообще очень красиво. У нее тоже и фертильные, стерильные цветы. Видно вот на видео. И тоже много бабочек. Как это красиво, когда порхают бабочки. И слегка ароматно. Все такие мотыльковые гортензии обладают ароматом. Вот эту клумбу мы видим немножко издали. Справа у нас полярный медведь там показался, который я размножала. Уже пересадила на данный момент. А вот гортензия Diamond Rouge. Вот такие малиновые, темно-бордовые. Но мне кажется, вот в такую пору цветения, когда немножко белых и уже рубиновые, она самая красивая. Ну, надеюсь, в этом сезоне она у меня подрастет побольше возле елочек Кейбаб, и мы будем любоваться еще больше этим сортом. Следующая гортензия Vanilla Fraise. Вот так она выглядит в начале цветения. Такие бордовые побеги, отличительная черта этого сорта. В начале сезона она у меня ничем не подвязана, но когда вот такие огромные шапки нарастают, тут я ее просто как букет связала, потому что как бы стояли ровно, я думаю, ну все, ветви уже прочные, крепкие, будет все нормально. Прошел дождь, и она у меня полегла на все дорожки. В этом году планирую какие-то ей... не какие-то, я видела, как опоры ставят немножко по-другому. Куст большой, разваливается. У гортензии Vanilla Fraise
очень гибкие ветви. Она у меня растет и вот в этой аллее пирамидалисов через один вместе с полярным медведем. И отдельно 2 куста вдоль дорожки. Симметричная посадка. Ванила Фрейс довольно объемный, большой куст, соцветия до 30 сантиметров. Куст где-то будет 2 на 2, может быть больше. Будет больше, я вам покажу. Вот тут она, полярный медведь и Ванила Фрейс. Мне кажется, красиво. Я подбирала, какие тут гортензии расположить, и через один решила с более-менее одинаковыми размером соцветий. Примерно у них с полярным медведем одинаковые. И по размеру одинаковые. И мне кажется, удалось. У меня эта гортензия прекрасно начеренковалась. Вот черенки от предыдущих 2 кустов. Я их выгоняю частично в штамп, частично внизу. Куст двойная. Такая формировка. Может быть, внизу я уберу побеги, и получится просто большой штамп. Но сразу скажу, что в штамбе она проблемная из-за того, что гибкие ветви. Все гортензии у меня растут на солнце, поэтому такие соцветия яркие, большие. Но хочу сказать сразу, обязательно нужен капельный полив. Лейками вы не добьетесь постоянной влажности грунта и чтобы не сохли соцветия. Соцветия у гортензии сохнут от недостатка влаги. Имейте в виду. Ну а следующая гортензия, моя любимица, полярный медведь, поларбия. Те гортензии, которые мне нравятся больше всего, я повторяю в саду. Так вот, сорта полярный медведь у меня больше 12, наверное, кустов. Вот это первый, это в начале цветения Ванила Фрейс. А на заднем плане полярный медведь. Вот они как смотрятся еще раз. Но это кусты молодые, им 2 года. Будут побольше, будет эффектней. Отличительная особенность. Видите, зубчики по краям я вам всегда показывала у полярного медведя. Сортность по вот таким на листочках зубчикам, на лепесточках зубчикам подтверждается. В начале цветения фисташковые такие соцветия. Видите, красивые какие. И они все больше, больше. Соцветия набитые, большие. До 40 сантиметров вот эти соцветия могут быть. Но, в отличие от Ванилы Фрейс, побеги крепкие. Я поставила, видно, немножко композитную арматуру. В ноги тут я им посадила пионы уже осенью, так что это место будет уже не пустое там, а будут пионовые кусты. У меня полярный медведь и в этой аллее растет возле колумна. Смотрите, кстати, это в том году было, какие они маленькие, колумна, туи. В этом году уже выше забора. Самая быстро растущая туя, кстати, колумна. И вот такие соцветия. А видите, на заднем плане Ванила Фрейс стала розоветь уже. Так, ну и следующая гортензия, которая меня тоже радует ежегодно. Есть у меня и в штамбе, и в кустовой форме. Это фантом. Большущий шаровидный кустарник с жесткими побегами. Это самый высокий сорт. До 3 метров может вырасти. Ну, зависит от ухода. Имеет немного рыхлые соцветия, такой немножко приплюснутой пирамидальной формы. Так, вот это у нас ванила, молодой кустик, череночек мой. Сюда решила ванилу посадить перед окнами с террасы. И вот он фантом. Этот фантом довольно мощный, красивый куст, но мне кажется, сортность больше подтвердилась. Я новый куст 2 года назад купила, там дальше покажу вам, будет он виден. У него соцветия еще больше.
Зависит, наверное, от чистоты сорта. Вот в штамп я черенок выгоняю в штамп. Но в этом году, видите, много я оставила побегов, и он такой немножко разваленный. Вот этот фантом куплен, вот он чуть уже старше. Смотрите, у него намного больше соцветия. И это не зависит, что их еще мало, да. Сами побеги очень толстые, и соцветия больше. Вот это его первый раз такое цветение. В прошлом, получается, в 23-м году там было 2 веточки с одним соцветием. Вот так он нарос. Ну, можете сравнивать, когда вы покупаете гортензию, как быстро идет в рост. В этом году она меня порадовала. Большущая, 39 сантиметров, если не ошибаюсь, было соцветие. Гёта роза красивая на заднем плане. Тут такая парочка получилась красивая. Ну, а сейчас гортензия, которая вам нравится, и мне, безусловно, тоже нравится Фрейс Мельба. Опять же, быстро наросла. Тут посажено 2 куста. Один выдал в 23-м году большие крепкие побеги. 3 штуки. Я их решила формировать в высокий штамп. Штамп 1,70 м, по-моему. У меня есть видео, как я формирую вторую гортензию в штамп. Вот эти тоненькие побеги на заднем плане у второго куста выросли. Вот они. Вот они, какой высоты выросли. И штамп будет еще выше, чем у предыдущего куста. Не всем нравится такая формировка, а мне нравится. Я внизу эти кусты, может быть, отсеку вместе с корнями и отсажу. Вот эти нижние. Я, кстати, в прошлом году тут 4, по-моему, кустика отсадила в аллею. Возле стоянки сажала аллею. И нужны были еще кусты. Я просто секатором с корнями отсекла, посадила, растут. А вот эти ветви у второго кустика, что выбиваются, видите, зеленые, но они процвели, успели. Я их закрепила в штамп. 2 метра штамп получился. У Фрейс Мельба цветы такие необычные. Можно быстро отличить этот сорт с самолетиком. Такие загнутые, с полосочкой. И небольшие зубчики по краям. Ну, вы узнаете ее сразу. Можно посмотреть видео про Фрейс Мельбу. Там более подробно, медленно все это рассказано. Гортензия меняет свой цвет в малиновый, в пурпурные оттенки. Очень красиво, эффектно смотрится, когда заходишь сюда в калитку, в дом, переливается. А вот эта съемка, кстати, 22-й сезон еще. Потому что я дом вижу, мы еще не грунтовкой не покрасили. Ну, а следующая гортензия, которая у меня один куст, Magical Fire. Почему один? Потому что эта гортензия, как оказалось, очень большая. У нее такие длинные побеги, и она очень... куст такой развалистый. И когда я ее тут посадила, она заняла слишком уж много места. Я ее формировала и решила, что повторять я ее не захотела. Гортензия имеет фертильные цветы, ажурные такие соцветия. И хочу сказать, что когда они белые, они потом постепенно розовеют и в такой темно-розовый уходят, то вот в белом цвете ее соцветия лучше, на мой взгляд. Мне она нравится, когда она вот такая ажурная, красивая. Побеги крепкие. Тут она вообще без опор, без ничего. Единственное, когда она совсем выпала на дорожку, я ее там к дереву подвязала. Вот так постепенно розовеют. А потом более малиновые становятся. Такой большой куст. Зацветает, кстати, она раньше, чем все остальные сорта.
ранняя такая гортензия. Ну и следующий сорт, который я хотела вам показать, вы его знаете. У меня таких гортензий по участку много. Это Skyfall. Вот это фантом на штамбе на газоне. А возле лавочки вот тот кустик Skyfall. Почему вы ее узнали и знаете? По гиацинтовым цветам. Видите, длинные-длинные лепесточки у нее и немножко выгнутые. Среднерослый куст. Вот, кстати, этот куст еще с нижними побегами. Видите, тоже двойная формировка. А потом я прямо в прямом эфире видео снимала, отсекла нижние веточки прямо с цветами и пересадила. И у меня по участку уже и начеренкованная она. Вот, а вот это штамп уже без нижних веток. Вот такие большущие. Это она уже осенью немножко, видите, розовеет, салатовеет и такая становится. А вот это в начале цветения. Лаймовый такой красивый цвет. Среднерослый сорт. Если решите посадить, где-то второй план, может даже первый, смотря что вы захотите из нее сделать. Или живую изгородь, или солитером, или штамбом. Соцветия 30-35. Но опять же зависит от того, сколько вы их оставите, соцветий. Следующий сорт Magical Sweet Summer. Штамп. Куст был, я оставила веточки, сделала 2 или 3 веточки самых ровных, сделала штамп, остальные отсекла аналогичным образом. У меня уже 3 штамба и куст. Magical Sweet Summer лучше всего дала мне штамбы почему-то. Гортензия небольшая, соцветия небольшие. Розовеют, такой фарфорово-розовый, нежный очень цвет, аккуратный кустик, деревце такое аккуратненькое. Если вам надо небольшое место, у вас для гортензии этот сорт подойдет. Лилия размером с деревце, вот так розовеет красиво. А вон дальше на заднем плане еще один ее штамбик. Но я оттуда убрала, потому что рядом 2 штамба мне показалось некрасиво. Это 23-го года съемка. И вон где Майя, малюсенький, видите, фантомчик вот тот, который я вам показывала, большущий. Вот такой он был. И на следующий год вот такой огромный красавец. Ну и вот возле Пинки-Винки кустовой вот этот штамбовый сорт Magical Sweet Summer. Вот так он выглядит. Так, ну я на сегодня закончу по своим красиво цветущим сортам гортензий. Вот, кстати, Silver Dollar вам не показала еще рядом с ванилой. Вот это прямо он, Silver Dollar. Самый белый сорт. Кто ищет гортензию, которая белая-белая, это Silver Dollar. Это Great Star. Про нее я рассказывала, что как-то она у меня не цветет и мало дает соцветий. Растет вот тут возле пихты. Но она ее не притеняет. Солнышко и влаги ей хватает. Я сделала новую формировку ей. Посмотрим в этом году, как она у меня. Отдельно про нее рассказывать пока не буду. Еще у меня так слабо цвел Вимс Ред. Я пересадила огромный куст свой на солнышко. Sunday Fries вообще не показывала вам. Сниму. Мега Минди у меня еще гортензия есть с фертильными цветами, напоминает немножко Вимс Ред. У Вимс Ред более бордовые, а Мега Минди темно-малиновые у нее соцветия. Покажу в этом году посаженные новые сорта Мохито, Шугараш, Геркулес и Фрамбозин Ренсам, она же самарская Лидия. Просто эти
этот сорт фрамбозин был посажен уже поздновато и зелеными побегами. И я переживала, что не зацветет, не процветет. Но сортность я подтвердила. Красная такая темная пуговка, как тычинки, отличительно. И по краю лепесточков немножко темнее в соцветиях. В общем, сортность подтверждена, но цвела слабо, потому что молодой был, с зелеными побегами. Он успел процвести уже хотя бы в сентябре. Где-то не нашла съемку тех двух соцветий. Начеренковала. Ренсам хорошо черенкуется. Кто решит? Уже поздновато, конечно, но можно попробовать летом зелеными черенками. Нарежете зеленых черенков под банку такую, под пластиковый контейнер, в тенек и возле капельного полива. И прекрасно она растет. А вот эта аллея возле пирамидалисов. Тут растут ванила фрейс и полярный медведь, как я вам рассказывала. Это ванила, видите, бордовые побеги у нее. Мы еще порассматриваем гортензии в этом сезоне. И много интересного нас ждет и красивого. До весны-то осталось всего ничего. Почти 3 недели. Всего хорошего. До встречи. Задавайте свои вопросы.